Человечество всегда смотрело на звезды. Сначала с любопытством, потом с мечтой, а затем с конкретным планом. Мы отправляли наших посланников в холодную, безмолвную пустоту. Давайте сегодня проследим за судьбой самых отважных из них, аппаратов, которые уже покинули наш дом, Солнечную систему и летят навстречу звездам. А вот задумывались ли вы, когда пройдут миллионы лет, когда исчезнут наши города и забудутся цивилизация, что вообще останется после нас? Есть вероятность, что единственным напоминанием о человечестве будут вот эти крошечные аппараты, вечные странники, несущие молчаливое свидетельство о том, что мы когда-то были. Ну что ж, давайте начнем с самых первых смельчаков. Еще задолго до всех этих современных марсоходов и орбитальных телескопов в дальний космос отправилась парочка аппаратов — Пионер-10 и его брат-близнец Пионер-11. Их запустили в самом начале 70-х, и это были настоящие первопроходцы. Пионер-10 полетел прямиком к Юпитеру, а Пионер-11 должен был исследовать и Юпитер, и Сатурн. По сути, это были наши первые глаза там, в глубинах Солнечной системы. И то, что они нам показали, просто взорвало мозг ученым того времени. Мы впервые в истории увидели Юпитер вблизи, узнали, что он, оказывается, излучает тепла в 2,5 раза больше, чем получает от Солнца, такая вот почти мини-звезда. Увидели кольца Сатурна, его спутники. Эти данные легли в основу всего, что мы знаем о газовых гигантах сегодня. Но, конечно, ничто не вечно. Батареи садились, сигналы слабели. Последний раз мы услышали Пионер-11 в 1995 году, а его брат Пионер-10 продержался до 2003-го. С тех пор они летят в абсолютной тишине. Просто два призрака в бескрайнем космосе. И вот, успех пионеров подготовил почву для чего-то еще более грандиозного. Настало время легендарных Вояджеров. Их миссия получила название «Большое путешествие», и это было не просто красивое имя. Эти два аппарата, запущенные в 1977-м, воспользовались уникальным парадом планет, который случается раз в 175 лет. Voyager-1 до сих пор самый быстрый объект, созданный человеком, летит со скоростью почти 17 км в секунду. А Voyager-2 вообще отправился в уникальный тур. Он стал первым и до сих пор единственным аппаратом, который побывал у Урана и Нептуна. Voyager-1 буквально переписал учебники астрономии. Он показал нам, что на спутнике Юпитера Ио вовсю извергаются вулканы, что у самого Юпитера есть слабенькие, но все же кольца. Подтвердил, что большое красное пятно — это гигантский ураган. И самое главное, в 2012 году он стал первым творением человека, которое вышло в межзвездное пространство. А Voyager-2, его путь был, пожалуй, еще более уникальным. Он единственный наш гость у ледяных гигантов Урана и Нептуна. По дороге он открыл 17 новых спутников, увидел сложнейшие системы колец у этих планет и, что очень важно, дал нам первые намеки на то, что под ледяной коркой Европы и Ганимеда могут скрываться целые океаны жидкой воды. И вот тут ключевой момент. Оба Voyager'ы пересекли гелиопаузу. Что это вообще такое? Если по-простому, это такой гигантский пузырь, который надувает наше Солнце своим солнечным ветром, а за пределами этого пузыря уже межзвездное пространство. Так вот, Voyager'ы первыми проткнули этот пузырь и вышли наружу. Казалось бы, после Voyager'ов мы увидели все. Но нет. На самых дальних окраинах Солнечной системы оставался таинственный мир, который ждал своего исследователя. И в 21 веке к нему отправился наш новый посланник — «Новые горизонты». Аппарат «Новые горизонты» стартовал в 2006-м. Цель — Плутон и таинственный пояс Койпера, ледяное царство за орбитой Нептуна. Это наш самый современный разведчик дальнего космоса, и он тоже летит с огромной скоростью — около 14 км в секунду. И миссия, надо сказать, удалась на славу. Мы впервые увидели знаменитое сердце на Плутоне, составили карты его ледяной поверхности и его спутника Харона. Кстати, по пути аппарат пролетал мимо Юпитера, чтобы разогнаться, и тоже заснял извержение вулкана на Ио. А после Плутона он полетел еще дальше, к древнему объекту Аракот, похожему на снежок. Но и его время, к сожалению, на исходе. По расчетам, где-то после 2038 года, когда он будет в 100 раз дальше от Солнца, чем Земля, его радиоизотопный генератор перестанет давать достаточной энергии. Связь оборвется. И он присоединится к своим предшественникам в их вечном молчаливом странстве. Итак, что мы имеем? Пионеры, Вояджеры, новые горизонты. Все они уже или замолчали, или скоро замолчат, но продолжают свой путь. Что же их ждет там, в этой бесконечной тишине и темноте? Чтобы просто осознать эти масштабы, давайте посмотрим, где они сейчас. Voyager-1 — наш абсолютный чемпион. Он уже более чем в 150 раз дальше от Солнца, чем мы.
Это самый далекий рукотворный объект в истории. Остальные тоже не отстают, все они уже невероятно далеко. Но расстояние — это одно, а вот время — это совсем другая история. Чтобы Voyager 1 долететь хотя бы до внутреннего края облака Оорта, это такой гигантский ледяной шар вокруг нашей системы, понадобится 300 лет. 300 лет полета в пустоте. А что дальше? А дальше тишина. На 40 тысяч лет. Именно столько времени пройдет, прежде чем Voyager 1 пролетит относительно недалеко от следующей звезды — Gliese 445. Просто вдумайтесь в эту цифру. 40 тысяч лет. Это больше, чем вся известная нам история человечества. Но и это лишь мгновение. Их настоящее путешествие будет измеряться миллионами лет. Они будут нестись сквозь Млечный Путь, безмолвные свидетели давно-давно ушедшей эпохи. Но вечно ли это путешествие? Увы, нет. Даже самый прочный металл не устоит перед космосом. Спустя миллионы, а может и сотни миллионов лет, постоянная бомбардировка микрочастицами космической пыли и жесткой радиацией медленно атом за атомом сотрет их в порошок, и эта пыль просто растворится без следа в глубинах Вселенной. И вот тут возникает главный вопрос. Если эти маленькие хрупкие аппараты — это и есть наше единственное долговечное наследие, то что они говорят о нас? Наверное, они несут самое простое, но и самое важное послание. Мы были здесь, мы смотрели на звезды, и мы осмелились протянуть к ним руку.